красивая, как Диметра. Ты нежнее порыва ветра, ты ростом почти 2 метра. Маме и папе твоим поклон. Будем с тобою бродить по свету, двигаться только навстречу свету. Будем ногами крутить планету, глядя на небосклон. Камон, 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 камон. Прихожу я в консерваторию на концерт. Сажусь на свое место, и тут понимаю, что я писать ужас как хочу. До антракта не дотерплю. Встаю, иду, а капельдинерша мне: вы куда? Я говорю: в туалет. Она мне показывает головой в сторону сцены, мол, пожалуйста, идите. А я смотрю, на сцене рядом с оркестром кабинка стоит. Но я иду, делать нечего. Поднимаюсь на сцену, захожу в кабинку, сажусь на унитаз. Тут я понимаю, что у меня голова поверх кабинки торчит. Музыканты на сцене, зрители в зале, капельдинерши. Все в гробовой тишине на меня смотрят. А я уже писать перехотела, я сижу тоже на них смотрю. А капельдинерши мне: девушка, а вы там скоро? Мол, мы только вас ждем. Ваш сон означает, что вы чувствуете себя слишком уязвимой перед людьми. Нет, он означает, что меня очень бесит, когда люди лезут не в свое дело. Вот так встречаешь свою одноклассницу бывшую, вы 15 лет не виделись. Это очень много, очень. За это время уже столько произошло всего в мире. Не знаю, революции всякие. Люди на Марс уже слетали, в Марианскую впадину уже кто-то там спустился. А у нее первый вопрос: ты замужем? Ну и что вы ей ответили? Советовал заняться волосами на своем подбородке, а не моей личной жизнью. Вам плеснуть? Мне нельзя пить. Может быть, в этом и проблема? В смысле? Почему вы опять сели ко мне Да спиной? галстук бесит ваш. Клоунский он какой-то. Галстук. Галстуки, они как люди, не бывают идеальными. Учитесь принимать людей такими, какие они есть. Зачем? Чтобы избежать У проблем. меня нет проблем. Разве? Документ отдай, я тебе сказал. Все, спасибо большое. Ноги будешь распускать? Что делать? Я тебе дам, что делать. Ну-ка, руки убери. Трогайте меня, высылайте. Вы сами тут встали. Проехать, я просто проехать хотел. Что делаете? Очки дайте, не вижу ваши рожи наглые. Судимость за хулиганство – это разве не проблема? Они не представились. Они даже документы не предъявили. Скажите спасибо, что получили условный срок. Угу. И принудительное лечение в психушке. Это не психушка, а психоневрологический диспансер. И я уверен, что лечение пойдет вам на пользу. Не так уж вы, между прочим… Время вышло. Не так уж вы, между прочим, и ненавидите людей. Кстати, галстуки, в отличие от людей, идеальными бывают. С нервами что-то совсем хреново. Видимо, перетерся последний. Я готов задушить любого. Окажись он в моей передней. Мне как-то бросило не в попад. Диетолог, соседка Зина. Ты ведь совсем не психопат. У тебя накопились токсины. Как же бесите! Дорогие барышни, естественно, я хочу первый свой тост произнести за вас. Признаюсь вам, я обожаю женские коллективы. Безусловно, все мужчины скажут, что они обожают женские коллективы, но я особенно. Не знаю, девушки, насколько вы хорошо в работе, но смотреть на вас одно удовольствие. Давайте за вас, за новый этап в нашей Вы секции. и есть наш новый редактор? Да, Кирилл. А вы… Вы Соня. Отдел городской жизни. Допустим. Выпьем? Я проставляюсь. Мне нельзя пить. Обидно. Ну что ж, в любом случае, я счастлив познакомиться. Про вас тут ходят легенды. Прекрасно. Ой, у вас ладошка потная. А
А это не от фото, это бокал. Вот вы попробуйте вторую, она Да сухая не, и спасибо, не надежная. хочу. Мне передали, что вы просили зайти. Да, я просил. Зачем? Ну, во-первых, я хотел познакомиться. Зачем? Теперь уже сам не понимаю. А во-вторых, насчет вашей рубрики. Вы от редакции идете в новый ресторан. Так вот, наши рекламщики просят рецензию на него сформулировать помягче, потолерантнее, так сказать. Не-не-не. Я заказуху не пишу. Если салат половыми тряпками воняет, официант мне прям в декольте заглядывает, я так формулирую. Предполагаю, что в декольте вам заглядывают не так часто. Такие моменты надо ценить. А я, в отличие от вас, нарциссизмом не страдаю. Это психическое заболевание, лечится, но с трудом. Вас часто били? Пару раз бывало. А что? Странно. Почему? Мало. Проверю лично. Мы договорились. Вау. Здравствуйте, а я вас жду. Вы не рано? Нет, я вовремя. Это вы поздно. Ну, ничего страшного. Погода хорошая и воздух свежий. Очень свежий. Сюда все собаки района свои дела прибегают делать. А мне нравятся собаки. Привет, мать. Как жизнь молодая? Здрасте. Привет. Вова. Неля. Вот она никогда не здоровается, не прощается. Стильно выглядишь. Спасибо. Чай зайдем попьем. Нет, спасибо. С сахаром, молоком. Нет. Пряники. Извините, до свидания. Пока, мать. Что у всех за нездоровая такая тяга к общению? Ну, приспичило тебе, спустись в метро. Там в час пик этой принудительной интимности немерено. Полчаса. Просто полчаса. Подышал в чужие грязные уши. Все, отпустила. Это точно. У меня был случай. Я вот сейчас с вами разговариваю. Вас не учили, что встревать в чужие беседы – это невежливо? Извините, пожалуйста, я просто не поняла. Нет, редактор тоже. Он думает, что при виде его галстука все тут же должны оргазм испытать. Вот почему вы все время ногти начинаете красить со среднего пальца? Это что, мода такая? Что, техника какая-то новая? Извините меня, пожалуйста. Мы 3 года с ним встречались, и я думала, что мы поженимся. А он забрал вещи и ушел. Ну разве так можно? Слушайте, ну хватит. Вы всю руку слезами закапали. Но я же его люблю. А разве вот такие вещи их не подругам рассказывают? А у вас же есть подруги, да? Нет у меня подруг даже никаких. Ясно. Ну, слушайте, хватит уже, ну, правда. Давайте закончим на сегодня. Сходите куда-нибудь, развейтесь. Не ревите, вот салфеточку еще возьмите. Не знаю, вот в ресторан, например, сходите. У вас все будет хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, вы меня извините, Да, все. Я- Это тоже вам. Да, я все доделаю. Мгм. Это тоже ваша Да. штучка, да. Спасибо. Простите, пожалуйста. Все, хорошо, да, давайте. До свидания. Ты что, ревнуешь? Ты дурак? Но проводила меня 1 раз, подумаешь? Ну, 1 раз. Все, я не могу говорить, я на работе. Все, пока. Добрый день. Почти 10 секунд. Слишком долго. Извините. Багрецова. Я столик заказывала. Да, ваш спутник уже здесь. Пройдемте? Кто? Спутник. Какой спутник? Я же сказал, что все проконтролирую. А можно мне другой столик? Извините, но все наши места забронированы. Приятного вечера. Присаживайтесь. Простите, а вот это вот, это такая мода сейчас, да? Вот это? Вот это, да. Нет, это намек. Понял. Добрый вечер. Уже определились? 13,5 секунд. Слишком быстро. Извините. У вас очень скудный выбор основных блюд. У нас винный ресторан. И?
Акцент сделан на закуске. Вы можете сначала выбрать вино, а я порекомендую вам, что взять в качестве закуски. А если я не пью? Тогда что вы здесь делаете, извините? Очаровательно. Рецензия готова. Лицензия еще не готова. Будьте добры, барышня, принесите то же самое, что и мне. Хорошо. Приятного вечера. Спасибо. Все так лицемерно желают нам приятного вечера, так как желать счастья в личной жизни полному неудачнику, понимая, что его ничего в этой жизни уже не ждет. Ну что же вы, Соня, так нельзя, надо хотя бы чуть-чуть в себя верить. Простите, в постель с мужчинами вы тоже с этой штукой ложитесь? А вы с какой целью интересуетесь? Или это что, ваше слабое место? Пока никто не жаловался. Ой, да ладно, женщины часто врут про такие вещи. Не знаю, зачем только. Сонь, вот так совпадение. А я тоже, видите, как вы советовали. А у вас свидание? Боже упаси. Ну ладно, я тогда не буду вам мешать. Поужинаю одна. Одной тоже ничего. Да, одной намного лучше. Да, гораздо. Это даже не сравнить. Ни с чем не сравнить. Да. Вот. Идите, идите, А, идите. Спасибо вам большое, Сонь. Спасибо. Сколько на этот раз? Терпимо. Питалас дель Бьерса 2007 года. Брау Виньес Велес 2004 года. Риоха Винья Арана 2001. А дегустировать лучше начать Начиная с самого молодого, я в курсе. Хорошо. Надо было посмотреть для начала в меню, из чего это сделано. Ну, из чего это сделано? Это зеленый парей, голубой сыр, каперсы и лимонный сок. Смело. Но надо, чтобы вкусно. Так, ну что? А вино дегустировать вы не собираетесь? Зачем? Вообще-то это винный ресторан. Значит, и вам слово. Я так понимаю, что вы у нас специалист по этому делу? Добрый вечер. Вы уже определились? Нет, я еще выбираю. Хорошо. Знаете, у меня вдруг возникли сомнения насчет вашей компетентности. Вы не рецензию пишете. Вам свой яд излить некуда. Ну, почему же некуда? Некоторые люди постоянно дают мне поводы. Ой, а я сижу и думаю, что все-таки вдвоем лучше, чем одной. Да. Правда? А втроем лучше, чем вдвоем. Ну, это смотря в каком смысле. Так, я вас сейчас уволю. Ой, как страшно. Вы ли свою работу делаете или до свидания? А я смотрю, вы прям неравнодушны ко мне, да? Что такое? Извините, не обращайте на меня внимания, я просто вспомнила Костика. Что это должен когда-нибудь закончиться, а? Это вы девушку Да довели? когда бы я успела? Да вы своим одним присутствием кого угодно доведете. Выпейте вина, пожалуйста. Спасибо. Вы дегустировать будете? Нет. Тогда вы уволены. Ой, как хорошо. Вы что думаете, я нигде больше работу не найду? Я для этого делаю все возможное. А раз на нас больше не работаете, оплачивайте свою вторую половину счета сами. Жмот. Истеричка. Давайте, и, пожалуйста, Спасибо все хорошо. Так, а что это вы мое вино раздаете направо-налево, если я за него плачу? Так вы же его не пьете. Раз я плачу, я и пью. Скорее бы пятница, 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 скорее бы пятница. Добрая женщина. Сам виноват, урод. Я вообще не люблю вино. Знаете, ваша Риоха, она удивительная. Вот правда, удивительная. Она какая-то такая шелковистая, немножечко... Хорошая. Да, и немножечко такая пьяная даже. Пьяная Риоха! Пряная! Очень рада, что вам понравилось. Еще раз повторить. Повторить, конечно. Зай, Зай. Ты знаешь, Кирилл, я давно хотела тебе сказать, что у тебя такой удивительный, красивый галстук. А у Мне меня не так только нравится. галстук удивительный, знаешь? А, там тоже, да? Скорее бы пятница, скорее бы пятница, скорее бы пятница, скорее бы пятница.
так сказала. У меня руки никогда в жизни вообще не потеют, ты понимаешь? Сладкий мой. Прости, я иногда такую чушь несу вообще. Это правда, да. Такая милая пара, я не могу. Хорошо, Ты мое солнышко, ты... Солнышко, она лучшая на свете маникюрша, я бы что рекомендую. Не, ну не лучше. Ты знаешь, у тебя все будет хорошо. Потому что твой этот тебя бросил. Костя, да. Да. Козел. Да полный. И хорошо, что бросил. Хорошо, у тебя будет другой. Кто получше? Да. Потому что я, ты знаешь, я на тебя смотрю, вот очень пристально смотрю на тебя и думаю, я на нее смотрю, думаю, Хорош. очень хорошо. И она как никто заслуживает счастья в личной жизни, ты понимаешь? Это правда. Ты посмотри на нее, ну конечно. Я так рада, что вы вместе сегодня все встретились. Ребят, молодые, поедем ко мне. счастливые. Я вас умоляю, пожалуйста. Поехали, Да, вы поехали. только, пожалуйста. Я говорила, Знаешь, не сказать. я говорила, что Я тебе скажу, я не пишу, не помогать, мне скажут, что ты поэт. я все напишу так ради тебя. Я напишу так, как надо. Давай слушай, ты меня проконвируешь. Спокойно. Самый лучший в мире сосед. Очень рекомендую. Ты прям, ты вообще лучший. Это Кирилл, Здрасте. Я это Кирилл. Оля. Я Неля. Диспозиция ясна, только красное полусухое. Да. Нет, мы еще взяли с собой вискарь. Для мужиков. Искать хочешь? Только. Тогда ты идешь с нами. Бери мальчика, идем. Идем. У меня есть ключи. Я вам их сейчас дам. Я так рада, что у меня есть друзья. Ты прям, ну, ты... Так вот, почему вам нельзя пить? Каждый раз одно и то же. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Давайте. За одну ночь вам удалось завести 2 друзей, 1 любовника. Многие бы мечтали о таких показателях. Только вот я немногие. Мне вообще никто не нужен. Ну, это самообман. Вы нуждаетесь в друзьях. И это проявляется, когда вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому я назначаю вам терапию дружбой. Вы что, бредите? Нисколько. Вы наладите отношения с вашими новыми приятелями, и это будет частью вашего лечения. Вы не имеете права. Имею. Нет, не имеете. Для вашей же пользы. Да вы мне потом еще... Время вышло. Потом еще спасибо мне скажете. Да, Анжела? Анжела. Бесит. Привет, мать. Как жизнь молодая? Ты как в квартиру попала? Ты мне вчера ключи запасные дала. Сказала, у меня всегда ресторанной жратвы полно. Захочешь, заходи. Ясно. Привет вам. Привет, Сонечка. А я вам пиво принесла. Молодец. Я и тебя вчера приглашала. Ну да, ты сказала, что научишь меня общаться с мужиками. Ясно. Дверь нараспашку. Приятно, когда тебя так сильно ждут. Ку-ку.
Привет. Да, я купила. Тебе светлое или темное? Нет, я не смогу. Плевать на судимость. Пошли вон отсюда. Вон. Кирилл, а ты давно в редакции работаешь? Я говорю, ты в редакции давно работаешь? Давно. Пару дней. И как, нравится? Да, ты знаешь, нравятся фантастические перспективы. Класс. А я, между прочим, книгу пишу. Да ладно. А про что? Там много секса и насилия, как в моей жизни. Увлекательная у тебя жизнь, Володя. Я не жалуюсь. Соня. Да, Сонечка. Чего? Соня ногу сломала. Дай сюда. Я сейчас тебе Вову дам, Сонь. Да. В каком месте? Открытый или закрытый? Да я 3 года назад тоже ногу ломал. Да не ори ты. Сейчас придем. Спонсоры прям в восторге от твоей рецензии. Посещаемость ресторана выросла аж на 20%. Я тебя поздравляю. А на книжке ты тоже рецензии пишешь? Я роман пишу, там много секса, насилия. Сонечка, я приготовила тебе стейк из лосося со шпинатом. Там много кальция, тебе сейчас очень полезно для ноги. Между прочим, мне когда дядька ногу ломал, он делал компрессы с мочой. Я пропорции могу узнать. Как же вы все меня бесите. Я вообще ничего не помню про ту ночь. Видимо, запоминать особо было нечего. Не будете общаться с людьми, справку не получите. Нелька весь день трубку не берет. Я тут при чем? Если она с собой что-то сделает, бежалка немного времени. Ты сейчас идешь домой, выбрасываешь все его вещи, начинаешь жить дальше. Как можно вспомнить то, что ты вообще не помнишь? Давай проведем следственный эксперимент.